Здравствуйте, меня зовут Ирина, и я замруководителя службы поддержки. Сегодня мы расскажем, как наша компания борется с токсичностью. Токсичность – это негативное поведение пользователя по отношению к другим игрокам. Примерами может служить ненормативная лексика, нарушение правил проекта, либо использование механики игры для нанесения ущерба союзникам или противникам. Зачем нужно бороться с токсичностью? World of Tanks – командная игра, боевые составы которой формируются случайно. Поэтому на арене одновременно могут соседствовать как и школьники, так и взрослые люди. Подобная расстановка сама по себе располагает к заведомому конфликту из-за ментальных различий между игроками. Поэтому особое внимание мы уделяем сервису и стремимся реализовать все то лучшее, что помогает оградить игровую экосистему от токсичных элементов, чтобы любой игрок, вне зависимости от возраста и рода деятельности, мог чувствовать себя комфортно. Какие виды нарушений наиболее распространены? 3 самые распространенные категории нарушений в нашей игре – это лексика, несоблюдение правил общения в чате. Вторая категория – неспортивное поведение, это умышленное нанесение урона союзнику, а также уничтожение машин союзников, боты, АФК-игроки и так далее. Третья категория – это использование запрещенных названий при регистрации никнеймов и кланов, также их атрибутики. Со временем стало понятно, что для обеспечения сервиса на достойном уровне стандартных инструментов модерации недостаточно и необходимо внедрять собственные разработки, анализируя модели поведения наших игроков. Как решаются проблемы с повреждением союзников, бездействующими игроками и преждевременным выходом из боя? Первая задача, с которой мы столкнулись, это повреждение и уничтожение союзной техники. Данную задачу мы решили введением автоматической системы отслеживания нарушений. Следующая задача, с которой мы столкнулись, это борьба с преждевременным выходом из боя, то есть ливерами, и бездействием в бою, АФК-игроки. Как работает система по борьбе с неспортивным поведением? Данная система позволяет нам автоматически определять игроков, которые проявляют неспортивное поведение, и выдавать им предупреждения. Однако при рецидиве игрок получает штраф. Однако если вы недавно начали играть в игру, то система определит, что вы новичок, и наказание не последует. Решается ли проблема ботоводства и договорных боев? Впервые вопрос по договорным боям и ботам стал очевидным при релизе бета-версии Зала Славы, так как все игроки получили возможность сортировки данных по аномально высоким и аномально низким показателям. Мы ведем активную работу с неспортивным поведением и всегда внимательно следили за реакцией игроков на любые изменения. В тот момент многими игроками была проявлена социальная ответственность, к нам стала приходить масса репортов, что и помогло решить проблему в кратчайшие сроки. Для всех критериев Зала Славы была добавлена система высших и низших порогов, которая автоматически отсекает нарушителей при превышении этих показателей. Одной из основных проблем, с которой сталкиваются онлайн-проекты – боты. С развитием технологий они с каждым разом улучшаются, и в какой-то момент наша система стала несовершенной. Для этого мы используем аналитический метод, который заключается в сборе огромного количества статистических данных, которые позволяют нам определять алгоритмы поведения ботов и отслеживать их. Введение данной системы уменьшило количество ботов на 80%, поэтому мы применили ее для борьбы с договорными боями, что уменьшило их количество на 90%. Как решается проблема некорректных никнеймов и названий? Одним из распространенных нарушений является использование запрещенных слов при регистрации никнеймов и кланов. Это связано в первую очередь с большим количеством игроков. Для региона это около 25 миллионов зарегистрированных игроков и около 100 тысяч зарегистрированных кланов. Первоначально всех нарушителей переименовывали вручную путем подачи заявки в центр поддержки. Однако механизм был доработан, что позволило значительно снизить нагрузку наших сотрудников. Сейчас игроки переименовываются автоматически по маске Renamed User. Нарушители могут переименовать свой ник в личном кабинете абсолютно бесплатно. Над чем еще сейчас ведется работа? В данный момент мы работаем над улучшением и доработкой алгоритма подачи жалоб в бою и в ангаре. А именно, это обновление интерфейсов подачи жалоб, улучшение обратной связи игрокам, доработка алгоритма определения ботов, ливеров и так далее, и внедрение автоматической обработки жалоб, поданных игроками. Многие считают, что правила существуют для того, чтобы их нарушать. Чтобы как-то преуспеть в этой бесконечной гонке, необходимо развивать не только наш проект, но и инструменты.